Здравствуйте. Как я и обещал, мы посмотрим некоторые фрагменты с чемпионата мира 2003 года Золотого Энда среди женщин. Как я уже говорил, то есть такой интересный был чемпионат мира. Интересное очень место, где играли. То есть все условия, считаю, что были созданы для игроков. Ну, курортное место. Сейчас, моя любимая фраза, вот. Сейчас проводится чуть-чуть по-другому чемпионат, я бы сказал. Не хуже, не лучше, но они проводятся по-другому. То есть у меня вот эта фраза сейчас по многим событиям, допустим, есть достаточно, я не знаю, как-то у меня не то, что она нелюбимая, но я считаю, что наиболее точная формулировка некоторых событий, они проводятся где-то не хуже, что-то, какое-то событие, допустим, не хуже, не лучше, но оно совершенно другое. То есть вот это у меня как-то формулировка вошла в мой почему-то обиход, но, наверное, в чем-то, я думаю, что вот здесь я как раз прав в чем-то. Поэтому вот я так сформулировал по поводу этого чемпионата, но тем не менее я иногда вот вспоминаю, потому что таких, наверное, чемпионатов уже не будет такого формата, хотя может быть что-то похожее будет, но все-таки время течет, время меняется, все по-другому. Тем не менее, так всегда хорошо вспоминаю об этом чемпионате. Ну и вот интересные моменты. Давайте я опишу, все-таки я там был. Эта партия произошла за 4 тура до конца. И вот турнир. И здесь после этой партии мы поняли окончательно, что Ольга Кабышлеева будет чемпионкой мира. Я считаю, что все-таки она закономерно здесь стала чемпионкой мира. Зоя Горбова на меня, наверное, обидится. Но не повезло там. Зоя не повезло. Я считаю, в этом чемпионате мира как-то может не совсем игра все-таки пошла. Бывали у нее такие чемпионаты мира. Именно от везения тоже очень многое зависит. Но Ольга Кабышлеева показывала, считаю, что очень хорошую игру в этом чемпионате. Но вот эта вот партия, сейчас вы, конечно, кто не помнит, посмотрите и чуть-чуть поймете, что, конечно, не то что доля везения, но везение нужно. В нашем виде спорта, естественно, нужно, и достаточно большое везение. И вот я бы сформулировал так эту партию. Я вот до сих пор думаю, чья рука пошла, сделала ход проигрышный со стороны Татьяны Тетериной. Сейчас вы поймете, о чем речь. Ольга Кабышлеева белыми, Татьяна Тетерина черными. И давайте посмотрим. Видите, что комбинация есть, и уже Татьяна Тетерина выигрывает. И вот куда бы вы думали. Кто не помнит этой партии, побила на 5, естественно. Естественно, вообще так как-то. Да, естественно, в связи с тем, что я сказал, естественно, это не естественный бой. То есть, видите, на тройку, то есть она просто выиграла. Понятно, тут очень интересно, кстати, наблюдать было. Я наблюдал вечером, то есть у соперниц, то есть, различные эмоции. Эмоции были, конечно, такие очень интересные, я бы сказал. То есть, шок. У обоих был понятно, что шок вот от этой партии. Кстати, я люблю наш вид из-за того, что есть такие эпизоды в соревнованиях, и потом, о которых, наверное, помнишь потом всю жизнь. И я думаю, здесь будут помнить и Оля, и Татьяна вот этот эпизод из этой партии. Не забуду до конца жизни. Естественно. Так, видите, и получилось после этого она оформила чемпионство практически. То есть там 3 ничьих, насколько я помню, в конце было. И насколько я посмотрел в таблице, точнее сказать, помню это, я так уже похвалил себя. Я посмотрел, конечно, в таблице.
Так, и давайте партию, которую я вот обещал, наверное, посмотрим. Ольга Камышлеева, Зоя Глобева. Здесь я хочу сразу попросить, вот кто может старшее поколение помнит, потому что не нашел я партию вот по этому дебюту, где он именно вот эта новинка, чуть-чуть даже может новинка, наверное. Я точно опять не помню, может где-то даже у Александра Гетманского что-то есть. По вот этому дебюту, опять, что я хочу рассказать, вот предыстория вот этой партии. Ольга Камышлеева играла Зоей Садовской. Ой, опять Зоя Садовская, ну вот, извините меня. Зоя Глобева, конечно. Привык я с Минска, все, то есть называть Зоя Садовская, ну вот, называем мы частенько. Не только я путаю, но ну, фамилия была, то есть она сменила фамилию в связи с замужеством, поэтому вот я извиняюсь, конечно. Значит, получается, как я уже рассказывал, была публикация в голландской то ли газете, то ли в журнале, но многие об этой публикации знали, в частности, я тоже знал. Единственное, вот сейчас я говорю сразу, что я не помню, где там новинка, где что было, то есть нюансов я не помню, и я, кстати, искал сейчас, вот искал, не нашел, то есть где-то была публикация, это я вот по трудной базе искал, ну, может, кто-то вот как раз там мне поможет с этим делом, где вот впервые вот это вот именно новинка, чуть-чуть, может, новинка, да, была, и формулировка вот этого дебюта, сформулировали первый раз дебют. Но это голландцы играли. То есть почему-то мне казалось, сейчас кажется, что это Кейс Тайсон, ну и возможно, что я путаю. Может это кто-то чуть-чуть другой. Но я знаю, что голландцы, то есть, ну, знали, в принципе. Мне даже, по-моему, кто-то показывал вот эту вот партию там, когда-то, то есть, или играли мы за клубы даже показывали. То есть, ну, точно я не помню вот нюансы, я, честно скажу, я не помню. Но я знаю, что вот голландцы практически все знали эту идею, потому что еще компьютеры уже были распространены, но не до такой степени, естественно, интернет был распространен, как сейчас. То есть, в принципе, в печатном это издании все было, смотрели они, конечно, и знали практически, кто играли за клубы, то есть эту идею здесь знали. Я вот, кстати, сейчас вам точно, может, не покажу, но вот именно в этом дебюте, что надо по-другому играть. Вот я не помню, говорю, что может Кейс Тайсон, может кто-то, может Мартин Долфинг играл, может кто-то еще другой. К сожалению, если вы мне укажете здесь в комментариях, я буду очень рад, и еще может публикация, если вот это будет первоначально. Но я был удивлен, когда вот начали играть партию, то есть я смотрю за этой партией, что Зоя Голубева достаточно уверенно идет на этот вариант, и я вижу, что она где-то идет на проигрышный вариант. И я очень сильно удивился, что вот она не знает этой идеи. Ну, практически Ольга Камышлеева, то есть словила на дебют вот именно в этой партии. Я говорю, что я тут точно не знаю. Вот сейчас вот я не могу сказать точно, какая тут новинка была. Но вот, к сожалению. Но я партию вот хочу показать, чтобы в конце концов, наверное, в комментариях все-таки вы правильно ее укажете, потому что я не смог точно то есть здесь вспомнить все. Давайте я вам покажу партию. Я вот тут вот чуть-чуть по комментариях пару маленьких совсем сделаю. И следующий момент, видите, у Зои Голубевой было дежавю, можно сказать. Как вы все помните, она играла со своей ученицей в Уфе, в Уфе, это Кубок мира был. То есть там финал, наверное, Кубка мира будет правильнее. И вот Елена Чеснокова словила тогда тоже на дебют ее, но дебют там был как раз с княгиней Александра Гетманского, насколько я помню. То есть играли они достаточно уверенно и, наверное, где-то Зоя не смотрела этот дебют, Елена посмотрела, и вот она проиграла. Но я вот говорю, что это своеобразный дежавю, наверное, было у нее.
Вот сначала в 2003 году она попалась. Ну, может, еще и не один раз там это дежавю было, потому что у нас там много дежавю. У меня дежавю вот этих, если посмотреть, то очень много в жизни получается. Ну, у меня там особый, наверное, вообще случай. Хотя все мы особенные. То есть 19, 23. Вот это вот. Давайте я вам покажу так. Партию. Ну вот именно с 33-28, видите, вот эти вот начали, играли дебюты с 33-28. И здесь очень жесткая игра. Тут надо, конечно, знать вот эти все продолжения. Ну вот. Так, одно время вот играли одно время эти продолжения, ну и практически Мышлева Соловьева на дебют. Вот как я говорил, что я не помню, где тут что, потому что у меня вот по базам вообще да, партий очень мало на эту тему, кстати. Поэтому, ну вот здесь вот 18-23, наверное, не стоило входить. 7-12 и вот это вот было. Вот этот размен был. Это первый момент. И вот здесь вот, наверное, ну 8-12 надо здесь ходить, потому что хотят сюда. 40-34. Но здесь вот, кстати, позиция уже плохая. Где-то здесь, да, наверное, вот здесь вот ошибка. Может, где-то и раньше что-то тоже было, не стоило там входить в эти позиции. Но здесь, как я вам говорил, 7-12 было. То есть 14-20. Здесь на 13 меняются. То есть никуда не пойдешь на 22, потому что здесь будет вот этот момент. 30-25 опять не пойдешь. И на 9 просто можно 47-42. То есть и опять. Кстати, не 47 можно. Тут, наверное, и другие ходы есть. Не, ну 47 с этой идеей, в принципе. То есть, видите, автоматом просто попало на дебют. И вот это, я считаю, что вот это одна из ключевых, конечно, партий. Там с Татьяной Тетериной повезло, конечно, Ольге Камышлеевой, но там еще оставалось 3 партии. Я как сейчас помню, даже если бы она все-таки проиграла, там все-таки шансы на чемпионство у нее были приличные. И я думаю, что вот это вот, наверное, все-таки основная партия была. Ну да, здесь уже лишняя шашка, вот такая вот партия получилась. То есть попала просто на дебют. Не знала, то есть через пару лет, как я уже говорил, я считаю, что вот с Леной Чесноковой у нее произошел дежавю. Итак, 2003 год, чемпионат мира женский, Золотоленда. Такие вот мои воспоминания. До новых встреч!